Я сейчас постараюсь коротенько описать мой большой путь до вполне уже серьезного, зрелого недогитариста, каким являюсь сейчас. Давным-давно я был довольно продвинутым, как считали мои друзья, да и я сам, яблочно-грушевским изгиб гитары с желтым, ля минорным до мажорным псевдогитаристом. Вот таким примерно. Поскольку YouTube в те времена только поднимал голову, я с трудом мог представить, что где-то далеко существуют гитаристы, которые знают более интересные аккорды, играют гораздо интереснее меня. И моя встреча с гитарным богом в тогдашнем моем понимании таки произошла. И вот как это было. Однажды, где-то в Крыму, девочка в розовом сарафане. Да, где-то в Крыму, куда я имел обыкновение выбираться с друзьями на несколько дней. Я сидел на берегу моря и вдруг увидел проходящего мимо человека с гитарой в руках. Человек этот был весьма колоритной внешности. Вот я сейчас вспоминаю его и могу задним числом сказать для более полной характеристики образа, что человек этот был очень похож на актера Бенедикта Камбербэтча из недавнего английского сериала про Шерлока Холмса. Он там исполнял главную роль. И вот представьте себе, что такой человек с гитарой в руках идет мимо вас. Вот, и я не удержался. «Вы играете на гитаре?» Задал я дурацкий вопрос. Он подошел, молча присел на песок и взял первый аккорд. Вот такой. Этот аккорд тогда произвел на меня ошеломляющее впечатление. Он начал играть ритмическую конструкцию из подобных аккордов, примерно вот такую. Конечно, играл он неповторимо, с какими-то вставочками. Потом он начал перестраивать гитару на другой строй. Этот строй был необычен для меня. И вообще вот эти процедуры с гитарой его представлялись мне каким-то издевательством. Ну как это? Перестраивать струны, менять строй. Потом он достал вот такой пузырек и стал извлекать совершенно завораживающие звуки. Потом он снова стал перестраивать гитару куда-то вот сюда. Настроил ее на такой тонально неопределенный, ни мажорный, ни минорный строй. И стал играть что-то такое восточное.
взял слайд, что-то там поиграл. Трудно повторить его стиль игры. Он был совершенно уникальным. Я не смогу просто этого сделать. Для меня все услышанное и увиденное было шокирующим откровением. И когда Игорь, так зовут этого человека, ушел, я закрыл, наконец, рот и впал в депрессию, которая длилась аж до вечера этого дня. Я чувствовал себя полным гитарным ничтожеством. Думал даже выбросить гитару в море, но удержался от такого эмоционального поступка. Вечером я все же успокоился, и когда стемнело, взял гитару и подкрался к стоянке Игоря и стал подслушивать, как и что он играет. В течение недели я тайно и явно следил за ним, бродил за ним. Игорь с секретами особо не делился, а имел обыкновение подсаживаться к какой-нибудь компании со своей гитарой и создавать очаги культуры. Он сразу становился центром внимания, тут же собирались люди со своими инструментами, тащили какие-то ништяки, вино. И как только начинался шум и становилось скучно, Игорь поднимался и уходил в другое место. Я шел за ним. Играл Игорь разнообразно, часто перестраивал гитарный строй с обычного на открытый. Использовал пузырек в качестве слайда или даже валяющуюся неподалеку бутылку. Это было очень эффектно, необычно и приводило меня в восторг. И не только меня, но и всех, кто видел и слышал это. И вот после недели моей слежки, подглядываний, тренировок, я сидел на берегу в темноте у самой кромки воды и что-то наигрывал из репертуара Игоря. И вдруг услышал голос из соседней палатки. Игорь, хватит прятаться. Чего ты там в темноте сидишь? Приходи к нам. У нас винишко, ништяки. И когда я понял, что голос этот был обращен в мою сторону, меня перепутали с Игорем, это было выше мне похвалой, меня аж проперло от счастья. Мы подружились с Игорем, часто играли на 2 гитары, а когда пришло время расставаться, я подошел к нему, чтобы произнести заготовленную заранее фразу о том, что как здорово, что я тебя встретил, что встреча эта оказала на меня огромное стимулирующее воздействие, что я ему очень благодарен за это. И вот только я собрался открыть рот, чтобы это все сказать, Игорь меня опередил и произнес почти дословно именно то, что я должен был сказать ему. То есть он, гитарный бог в моем понимании, благодарил меня за эту встречу и за то, что я оказал на него стимулирующее воздействие. И эта его фраза шокировала меня даже больше, чем звук его гитары, когда я услышал его впервые. Видимо, во мне тоже оказались какие-то музыкальные витамины, которых ему не хватало. Встреча с этим человеком изменила мое отношение к гитаре. По его совету я купил новую. Вот эту самую Yamaha F310P. И не расстаюсь с ней уже более 15 лет. Есть у меня еще другие гитары. Но вот это одна из моих любимых. Лады на ней аж стерлись местами от струн. Эта гитара мне нравится своей гибкостью, податливостью. Вот я могу, например, с грифом немножко работать. Грифу эта гитара уже, чем у классики. И даже уже, чем у многих подобных гитар. Поэтому аккорды довольно компактно располагаются, что удобно. А до этой прекрасной Ямахи у меня была классическая гитара. Вот эта гитара. Ей уже 45 лет. Да-да, вы не ослышались, 45 лет.
Классическая немецкая с нейлоновыми в девичестве струнами. Резоната Мюзима. Она была сделана в Германской Демократической Республике еще. Помните? Некоторые уже не помнят, что Германия когда-то была разделена стеной на ФРГ и ГДР. Вот это было сделано в ГДР. В то время я был гораздо менее умным, чем сейчас. И как только купил эту гитару, сразу поменял ненавистный мне тогда нейлон на звонкий металл. И гитара первое время радовала меня звонким металлическим звуком. Потом, вследствие всевозможных культурных возлияний, эта гитара слегка пострадала. Видите, у нее есть даже дырочка в боку. Колки от времени разрушились совсем, и пришлось даже поставить от старых советских гитар. Видите, какие колки? Сама дека покрылась сетью трещин. Вся гитара покрылась пылью степных прибрежных крымских равнин, потому что я брал эту гитару с собой, как правило, на берег, когда выезжал отдыхать. А позже, когда я понял красоту нейлонового звука, было уже поздно, гитара перестала строить. Играть стало невозможно. И я предпринял отчаянные усилия, чтобы хотя бы частично восстановить эту гитару. Вот. Поработал с порожками, кое-как вот перевел ее в теперешнее состояние. Она уже и строит не очень хорошо, но в принципе даже может еще что-то сыграть. Раз уж я заговорил об этой гитаре, хочу сказать, что она отличается от Ямахи более глубокими низами. Вот я ее пережимаю и чувствую вибрацию животом. Запись этого не передаст, конечно. Сейчас у меня сложилось впечатление, что классика на нейлоне и акустика на металле – это абсолютно разные создания по тембру, по тактильным ощущениям, по сфере музыкального применения. Поэтому, если вы любите звенящий звук металлических струн, купите акустику с анкерным болтом, вот эту, примерно такую. Не портите вашу классику. Если уж очень хочется металл, поставьте самые тонкие струны и настройте гитару ниже, ну хотя бы на ре, ниже стандарта, чтобы уменьшить натяжение струн. Потому что металл где-то в 1,5-2 раза с большей силой сгибает гриф и всю конструкцию гитары. И она неизбежно деформируется с течением. Ну, может быть, даже нескольких лет неизбежно это произойдет. Потом будете жалеть. Встреча с Игорем, о котором я только что рассказал, стимулировала меня к более глубокому освоению гитары. Кстати, Игорь, если ты меня слышишь, видишь, огромный тебе привет и благодарность за эту встречу. Я стал намного больше дергать струны, искать новые способы звукоизвлечения. Стал читать о джазовом аккомпанементе. Стал интересоваться бразильской гитарой.
Стал смотреть в сторону классической гитары. Например, достойна внимания вещь романс Гомеса, как его называют. И даже стал поглядывать на Томми Эммануэля. Кстати, Томми – это мой второй гитарный бог. Или вот это. Или вот это. Короче, как говорят, похватал верхушек и стал широко известным в узких кругах недогитаристом. А теперь то, что я обещал в начале. В процессе своих экспериментов я обнаружил, что дека может служить неким подобием барабана. Я думаю, что для вас это тоже не новость. Как жаль, что нет третьей руки, которая бы могла в это время дергать струны. А потом я подумал, а что если ударять по струнам, а не только по деке? Например, мы слышим здесь одновременно звучание как бы барабана, условно назовем его бочка. И одновременно мы слышим гармонию, звук, собственно, струн. Почему бы тогда не сыграть вот так, например? Вполне. По сути, такой принцип звукоизвлечения применяется в фортепиано, где молоточки ударяют по струнам. Есть такая особенность, если ударять по порожку, мы слышим только бочку, а когда мы начинаем смещаться влево, то начинает возникать уже звук, собственно, струн. Мы можем варьировать место удара и менять соотношение амплитуд бочки и струн. Представьте, что вы в кругу друзей, берете гитару, нет никаких датчиков, усилителей, только голая гитара и ваши руки. А не отшлепатели нам голую гитару, говорите вы, и начинаете играть. Вот так примерно.
Поясню немного по правой руке. Я использую 3 вида ударов. Основной по струнам, 4 пальцами, плотно сжатыми в районе порожка. Вот этот удар. Меняя удаление удара от порожка, меняем соотношение амплитуд бочки и струн. Большим пальцем имитируем другой тип барабана. Вот. Большой палец, либо палец и вот эта пяточка могут ударять. Ну и за порожком играет 3-й тип барабана. Иногда можно разделять удары пальцев по времени здесь. Вы можете извращаться с ритмом настолько, насколько вы продвинуты в ритмическом отношении, насколько у вас хватит фантазии. Триоли, ритмические сбивки, все в ваших руках. Вернее, все в вашей правой руке. И в заключение хочу сказать, что акустическая гитара – уникальный инструмент. Ее можно трогать, дергать, щипать, шлепать, стучать. Ищите свой неповторимый стиль.